Техническое обслуживание, ремонт полуосей. Что это такое и зачем оно нужно? Давайте разберем сегодняшний вопрос. И всем привет, как всегда. Основные неисправности. Основные неисправности полуоси автомобиля по сравнению с классической компоновкой имеют следующие признаки. Первое. Повышенные шумы при движении. Второе. Увеличенный нагрев фланца полуоси и диска колеса. Третье. Утечка смазки. Четвертое. Прекращение подачи крутящего момента. Повышенный шум при движении может наблюдаться из-за износа шлицевого соединения полуоси, шестерня дифференциала или износа подшипника ступицы заднего колеса. Повышенный нагрев обычно возникает из-за разрушения подшипника, которое обычно сопровождается скрежетом. Утечка смазки происходит из-за нарушения сальника полуоси и устраняется его заменой. Прекращение подачи крутящего момента наблюдается в случае поломки полуоси. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме, и не только по конкретной теме, там техническое обслуживание, может у вас еще какие-то интересные есть вопросы, давайте разберем, я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему, если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все, всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!